Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно вас всех видеть. Вы видите, как мы встречаемся, мы сразу начинаем говорить друг с другом и поздравлять уже начинаем, и все. Дорогие мои друзья, я очень рада вас приветствовать сегодня. И сегодня у нас новогодняя елка литературного портала «Восток-Запад». И я хочу, конечно, презентовать наш журнал в первую очередь, наш последний номер. Это номер, декабрьский номер. Сейчас я им поделюсь. Я, конечно, знаю, что вы все прекрасно знаете его, видели и знаете, как им пользоваться. Вот наша пирамида во главе с нашим главным редактором. Здесь у нас наши публикации наших авторов. И здесь у нас вы можете все прочитать. Здесь, как видите, вот красуется наша Нина. Это избранное сообщение ноября месяца. Избрали читатели, больше всего читателей было. Здесь слово редактора. И здесь хочу напомнить, здесь вы можете все увидеть, что вам надо, и почитать, что вам надо. Вот здесь в архиве есть наши прежние номера. Наш журнал идет с июля, вот июль, август, сентябрь. Вы можете посмотреть то, что вы хотите, поискать и почитать то, что вам нравится, какой автор нравится, или поэзия, или что вы хотите. Здесь, конечно, есть тоже рубрики у нас. И вот я хочу показать еще раз анонс. Если вы забыли, как пользоваться нашим сайтом, здесь в анонсе вот есть, как пользоваться сайтом «Литературный портал», и здесь я все рассказываю, как надо пользоваться. Вот так. Вот такой наш литературный портал. Дорогие друзья, не переключайтесь. У нас сегодня будут и призы, и сюрпризы, и подарки. И посмотрите, каждый имеет свой бокал, и мы будем, конечно, обязательно выпьем шампанское в конце. И у нас будет, конечно, мы все поздравим, наша редакция скажет свое слово, но у нас будет и Дед Мороз, и будет Снегурочка, и у нас целых 2 Деда Мороза. Представляете, целых 2 Деда Мороза. Так что, дорогие мои, вас ждут сюрпризы и танцы. И будет тоже в свое время за лучший материал рассказ «Беркут» был удостоен диплома гильдии за первое место в конкурсе зрительских симпатий. Мы очень рады нашим читателям. У нас на портале 9240 уже читателей за полгода. Представляете, сколько много людей нас читают, чему мы очень рады. И затем были по достоинству оценены рассказ Гульнары Эмиль Бешбармак и рассказ Людмилы Дубковецкой «Альберт», занявший 2 место в конкурсе читателей. По этим рассказам члены редколлегии подготовили и выпустили специальный подкаст, который Бешбармак читал, великолепно читал наш уважаемый Анатолий Лобов, а рассказ Людмилы Дубковецкой «Альберт» прочитала Рима Богатова. Чудеса совершенно точно случаются, и не только в детстве, дорогие мои. Мы это знаем, все мы прекрасно знаем, что мечты сбываются. Ведь весь этот год мы работали над тем, чтобы у нас увеличилось число авторов. Вот эти вот последние полгода мы начали этот журнал в июле, и 6 месяцев нашему журналу, и выросла собственная команда, у нас уже больше, у нас уже 9 человек в команде. А под конец года каждый наш автор получил свое маленькое чудо, свою собственную публикацию в нашем журнале, чему мы очень рады. И сегодняшнюю встречу, дорогие друзья, мы начинаем уже с подарка. Я учредила приз
за понравившуюся читателям и мне публикацию. Это подарочная карта на Литресе. Как вы знаете, там огромное количество книг, а также там публикуются наши авторы-гильдийцы. Я очень надеюсь, что вы найдете, что почитать от наших авторов и поддержите их не только отзывом, но и купив их книгу. Я очень рада, что эта публикация нашла отзыв у многих читателей, и она мне очень близка. Я буквально сегодня вот получила от редактора уже готовую мою книгу. Я закончила книгу о литовской диаспоре на английском языке, которая приехала в Англию после Второй мировой войны, о людях, которые как появились сюда. Я считаю, что наша обязанность не дать забыть наши корни. И, наконец, сегодня мы отмечаем специальным призом публикацию Адалины Гордон «Наши корни». Это публикация на 1000 рублей, подарочная карта, которая улетит в Германию по электронной почте. Дорогая Адалина, я поздравляю вас с призом, с сюрпризом, и я очень рада, мне очень понравился ваш рассказ «Наши корни». Читателям также очень понравился этот рассказ, и я очень рада вам подарить эту карту. Спасибо большое, Адалина. Ну, а сейчас, дорогие друзья, я хочу пригласить. Дорогие друзья, здравствуйте. Ну, я должен объявить сейчас, да, победителей. Правильно. Знаете, у нас редколлегия выбрала 2 лучшие публикации года. Вот. Это 2 автора. Одного автора в номинации поэзии, а второго в номинации прозы. Я сейчас открою вот этот конверт, так, новогодний, и объявлю этих победителей. Вот. Это не туда, это ко мне. Поэзия. Светлана Размыслович. Проза. Сергей Захаров. Ящик шампанского. Одной и другой. Виртуальный, к сожалению. Спасибо большое. Да, дорогие друзья, да, прекрасная встреча, прекрасное начало, не правда ли? И сейчас я приглашаю выступить заместителя главного редактора Мурата Уали. Пожалуйста, Мурат. Ну, я бы хотел немножко придать серьезности в начале для нашему разговору, вернее. Добрый вечер, уважаемые редакторы и читатели, добрый вечер, дорогие друзья и коллеги. Я хотел несколько слов сказать о нашем декабрьском журнале, который мы называем ЛП-6, литературный портал, 6-й номер, последний в этом году. В нем 31 материал, много текстов хороших и разных. Ну, я буду вообще быстро говорить, что-то смотреть, что я забуду, для того, чтобы уменьшить время. Время ограничено, не будем затягивать. Поэтических материалов 7, рассказов 15, публицистика 1, литературная критика 4. Кроме того, представлены такие материалы, такие жанры, как мелодекламация от Михаила Ананова и музыкальная терапия от Риммы Богатовой. Такое разнообразие жанров, такая креативность авторов, это просто уникально для такого журнала. Более того, оказалось, что в нашу гильдию вступил Иоганн Себастьян Бах. Представляете? Видимо,
Видимо, он заплатил членский взнос через Римму Богатову, и она представила нам его токкату ре минор. Можете послушать. Так что, кто считает, что наш ликпортал не уникальный, пусть кинет в меня камень. О поэзии дальше скажет наш поэтический гурман Анатолий Лобов. Я же скажу несколько слов о прозе. Постараюсь быть максимально кратким. Публицистика, вот я сказал, одна статья публицистика представлена статьей Елены Асланян, которая называется «Кровь, ложь и слезы». Название сразу зацепило. Возникли ассоциации с американской джаз-рок-группой «Кровь, пот и слезы». Не знаю, слышали ли когда-нибудь, я когда-то увлекался давно в молодости. Вот «Кровь, пот и слезы» – это английская идиома на самом деле, означающая приложение больших усилий, огромных усилий. Если нужно добиться трудной цели или решить сложную задачу, то нужно приложить кровь, пот и слезы. В данном случае в статье с Нагорным Карабахом Армения и армяне приложили кровь, пот и слезы, но в результате получили, как пишет автор, большую ложь, море крови и океан слез. Непонятно, является ли заголовок статьи аллюзией на эту английскую идиому, или это случайное совпадение. Прямо об этом Елена не говорит, но если бы Елена упомянула об этом, то ее статья бы только выиграла. Итак, дальше. О прозе петербургских писателей. Наш главный редактор сам признался, что он злоупотребил служебным положением и высадил на страницах литпортала Невский десант. Он назвал это Невским десантом. Там рота, батальон, дивизия, не знаю. Но, между прочим, мне понравилось это злоупотребление. Получилась интересная подборка петербургских писателей. Могу сказать вам по секрету, что главред не успокоился и продолжает злоупотребление. В следующем январском номере он собирается высадить десант казахстанских писателей. Ну, посмотрим, что из этого получится. Ну, а в данном случае в Невском десанте явно видна разница между мужской и женской прозой. Ну, все вы, наверное, слышали термин «женская проза». Это уже давно бытует в литературоведении. Ну, вот на страницах литпортала эта женская проза ввергает меня в великую печаль. Поэтому не будем о грустном, поэтому не буду ничего говорить о женском взводе десанта. На мой предвзятый гендерный взгляд гораздо интереснее мужской взвод, представленный Гумером Каримовым, вернее так, Сергеем Захаровым, Михаилом Андреевым, Евгением Мироновым и примазавшимся к ним Муратом Уали. Если женские тексты тяготеют к жанру очерка, то мужские к новелле. Тихий Оза, про газификацию, Аполлона. Вот это настоящие новеллы, написанные с литературным мастерством, так называемая художественная литература. Не случайно приз редакции достался Сергею Захарову за его такой короткий, такой ироничный, хороший, отличный рассказ про газификацию. Я думал, что Гумер расскажет о нем больше. Ну, ладно, я что хотел дальше сказать. Что не менее интересный рассказ представил Гумер, который называется «Тихий Оза», в котором сполна проявилось его литературное мастерство. Отличный рассказ с сюжетом, с персонажами, с характерами, с диалогами, юмором, любовью и даже не лишенной некоторой сентиментальности. Далее, не могу не упомянуть еще об одном тексте. Хотя примазавшийся Мурат Уали не имеет никакого отношения к Петербургу и Невскому десанту, но хочется отметить вот
интересную особенность очерка «Прощай, красотка» этого внештатного бойца, этого десанта. В одном рассказе присутствует 3 истории, как 3 матрешки, вложенные одна в другую. Внешне это командировка на Кольский полуостров и проведенный там эксперимент. Внутренняя это находка минометной мины. И самое внутреннее это встреча с рыжей шельмой. Таким образом, у автора получилось 3 завязки, 3 кульминации, 3 развязки в одном коротком тексте. И напоследок о литературной критике. На страницах нашего литпортала критики стали размножаться как кролики. Раньше не было ни одного, а тут появилось 3 злых критика и 1 добрый. Возмущенные читатели начали нам писать письма. Вот цитирую. Читаю доброго критика. Какой он мягкий и пушистый. Читаю злого критика и думаю, какой он колючий и противный. И откуда в нем столько злости. После этого, как признался мне один критик, ему хотелось бросить все и уйти в монастырь. Еле-еле удержал. Но тут появилась, не запылилась Настя Кузьмичева и написала, цитирую, «Критика – это ведь классно! Представляете, как у нашего литпортала жизнь завертится? Точно не заскучаем! Так что, дорогие критики, критикуйте во благо и на здоровье». Ну, спасибо. Боюсь, как бы после такого напутствия злые критики, получив карт-бланш, совсем не распоясались и не озверели. Поэтому предупреждаю авторов, будьте осторожны. На страницах нашего литпортала завелись и бесчинствуют очень злые критики. Лучше 7 раз обдумать и 1 раз написать. Вот на этой мажорной ноте я закончу. Я хочу попросить сказать слово нашему тоже редактору из Санкт-Петербурга Сергею Захарову. Пожалуйста, Сергей. Здравствуйте. Всех приветствую перед наступающим Новым годом. Буду краток. Спасибо за то, что оценили мой рассказ. И хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Первое, чего хочу пожелать вам, это здоровье. Не буду расширять этот пункт. Все понимают, зачем оно нам и почему оно важно. Второе. Хочу пожелать хорошего настроения, оптимистического, творческого, иногда даже веселого, чтобы это веселье передавалось в вашем произведении. И всем, кто вас окружает. И общее количество веселья будет в мире расти. И в-третьих, желаю вам в ближайшее время закончить прекрасные проекты, над которыми вы сейчас работаете, и приступить к еще более прекрасным следующим проектам. Будь это проза, стихи или критические замечания, чтобы они опять бы радовали нас. Поэтому поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да, ну, еще прекрасная половина. Там все время говорят одни мужчины. Я приглашаю сейчас Настю Кузьмичеву. Пожалуйста, Настя. Тебя нет. Здравствуйте, здравствуйте. Всем здравствуйте. Мурат, надеюсь, без революции сегодня обойдемся. Вы не сильно заскучали в последние дни? Ну тогда всем просто. Поэтому, кроме того, что я думаю, что Литпортал за 6 месяцев показал то, что он живет и развивается, несмотря на митинги, несмотря на революцию, ни на что. Несмотря, тем более, честно говоря, я только радуюсь нашему революционеру. Как мы будем идти дальше, если у нас заснеженные дороги, а Мурата нет? Кто нам их разгребет? Только Мурат, только критик. Он все лишнее отодвинет, и мы дальше продвинемся, все нормально. Критика у нас замечательная.
как нормальный автор, я уже много критики поняла. Я прочитала пародию Мурата, я радовалась тому. Я нормальный автор. Я эту критику не обижаюсь на нее, я наоборот на уши все наматываю, на ус наматываю то, что надо, где и как. Может, я где ошиблась, я же тоже не... У солнца даже есть пятна, так что все правильно. Я, наоборот, очень радуюсь тому, что у нас замечательные критики и добрые, и хорошие. Нужны всякие, потому что обиженному автору добрый критик нужен, но кто ж его успокоит, он же, может быть, там плачет. Так что, я думаю, все будет только расти. Наше чудо в виде лид-портала только зреет и растет. Нам навстречу скачет бык. Разбежимся, экран тык. Нам Мурат в Тореадора, критику всегда просторы. Авторы, пишите чаще, нам ведь радостней встречаться. А Алдона наше счастье, к ней по плану обращаться. А за записью Гумеру наш летучка Цербер. Остальные ясель-группа с дружной песней в хоровод. Эй, Мурат, не порти лупу, наш ЛП всем нам споет. Если я кого забыла, знаете, я люблю вас всех. С Новым годом, с новой силой. И ЛПшечки, успех. Спасибо большое, да. Это такое баловство маленькое для нашего лид-портала. Всем нам с Новым годом, мы еще себя друг другу покажем. А Мурат у нас впереди разгребает нам путь. Как же мы без Мурата? Мурат, критики, ура! Спасибо большое, Настя, спасибо за... Спасибо, Алдоночка, вам большое. Да. Ну и что, у нас еще есть одна прекрасная дама нашего литературного портала, коллеги наши, это наша Гульнар из Кыргызстана. Гульнар, пожалуйста, вам слово. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я рада, что мы это вместе сотворили. Литературный портал – это действительно очень хорошее дело, возможность публиковаться. И тут говорили о критике. Я все еще хочу, чтобы это дело развивалось, потому что хочется действительно конструктивной критики и такой критики, которая не поверхностная, а основательная, чтобы, если, допустим, плохо, то почему плохо, если хорошо, то почему хорошо, потому что насчет хвалить, например, в Кыргызстане так обстоят дела с критикой, все друг друга хвалят. Все хвалят друг друга, но бывает за спиной говорят: ой, Айтматов, там, он как бы не идеален, там, и так далее. Начиная с Айтматова и так далее. И вот хочется, вот именно, что когда открылся международный литературный портал, меня заинтересовал он тем, что я хотела услышать именно основательную критику в свой адрес тоже, в том числе. И хорошо было бы, если бы мы прям поставили это дело на поток, чтобы мы были честными друг перед другом, не просто хвалили друг друга, а если есть за что, то почему, за что мы хвалим и так далее. Чтобы мы развивались, чтобы мы не просто радовались тому, что публикуемся, что там несколько человек нас прочитали, а ставить высокие планки. Вот. А так, конечно, наш портал продвигается, и все больше качественных работ. Не все удается сразу прочитать, но да, есть хорошие работы. Но давайте стремиться к
стать генералами всем. Я рада, что познакомилась с такими людьми в этом году ближе, ну вот, начиная с Гумера, Алдона, Мурату Али. Он, вот насчет Мурату Али, мне кажется, он все, у него большой потенциал, но он как-то не может никак широко шагать, что ли. Во всем он очень способный, и в критике, и в поэзии, и в прозе. Но он слишком умен, как говорит Гумер. А так, вот все авторы прям на глазах, может быть, даже и растут, но хочется большего. Наша ненасытная творческая душа. Всем желаю в новом, наступит Новый год, чтобы мы были все здоровы и думали только о творчестве. Сегодня у меня целый день болела голова, и я прям напичкала сейчас лекарствами, чтобы быть с вами. Не пошла на званый ужин, все отложила. Я вас всех люблю. Спасибо большое, Гульнар. Мы вас тоже любим, мы всех любим, наша прекрасная семья в гильдии. И у нас сейчас прошу слово Анатолий Лобов. Пожалуйста, Анатолий, слушаем вас. Я прошу прощения за задержку. Да, ну прекрасно. Тогда по традиции сегодняшней поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всего самого наилучшего всем и новых творческих успехов в наступающем Новом году. Я надеюсь, мы победим всем человечеством вместе этот проклятый коронавирус, и все у нас наладится. Ну, поздравляю всех с выходом, ну, действительно серьезного 6-го номера портала. Тут действительно очень много интересных материалов. Ну, меня покорила проза, прямо скажу, очень интересная. И я уже об этом как-то упоминал, о том, что меня еще и изумили просто авторы, которые одинаково хорошо работают и в поэзии, и в прозе. Это оказалось очень интересно. И именно портал открыл вот нам вот эти вот новые грани наших авторов. Ну, а сейчас у меня вот такое вот как бы предновогоднее предложение. Я обращаюсь к авторам, пишущим стихи и пробующим себя в переводах. У меня вот такое предложение. Тут как-то во время одной из наших встреч меня слегка один из переводчиков приревновал. Он сказал, что я отбил у него, понимаете ли, красавицу автора. Ну, понятно, там горячая кровь и все. Вот, а тут я, понимаешь, как-то так это незаметно войдя, ну, и как-то снискал доверие этого талантливого автора, авторессы, так скажем. Вот. Ну, чтобы снять это напряжение с одной стороны, ну и увеличить напряжение переводов с другой стороны, я предлагаю, вот вношу такую идею. Значит, если там есть Сагын Беркиналиева, то я попрошу ее внимательно меня слушать. Значит так, я предлагаю устроить этакое, ну так это по-русски есть такое слово, ресталище. Или, ну, я не хочу называть это словом конкурс. Конкурс — это когда места занимают какие-то и все, а просто как бы такой турнир, что ли. Турнир поэтов-переводчиков. И вот в качестве как бы эксперимента я обращаюсь сейчас к Сагын Беркиналиевой, поскольку вокруг нее завертелись там какие-то завихрения переводческие. Ну, что делать? Ну, привлекает к себе эта поэтесса нас, переводчиков. Так вот, Сагын Беркиналиева рассылает или помещает Алдона, скорее всего, ее один из еще не опубликованных и не переведенных
тех, которые она сочтет нужным, подробных подстрочников своего стихотворения. Алдона выкладывает это для общего обозрения и пользования. И вот на этот подстрочник набрасываются те, кто мнит себя во всяком случае и по этой стезе уверенно шагает, переводчики. А может быть даже те, кто и вообще первый раз возьмутся за это дело. И вот у нас как бы вокруг этого стержня, вокруг вот этого самого подстрочника Сагын Беркиналиевой и развернется вот такая как бы интересная деятельность наших переводчиков. Ну вот как бы такой вот турнир. И вот каждый в меру своих как бы возможностей, осмысления вот этого материала. Почему беру именно Сагын Беркиналиеву? Потому что так получилось, что в рамках уже нашего портала несколько авторов уже себя как бы попробовали в переводах именно ее поэзии. Вот я и предлагаю. Сагын отсылает Алдоне Группас свой подробный подстрочник еще не переведенного, совершенно какого-то нового стихотворения на ее выбор. Алдона опубликовывает это, и вот мы все, кто может и хочет, вокруг этого перевода группируемся, начинаем переводить и свои переводы пересылаем Алдоне, а уж она каким-то образом их публикует. И вот там мы с вами... Ага, Гумер появился, я вижу. Гумер, это с вашей легкой подачи, да, с вашего этакого ревнивого заявления, дескать, да, отбил у меня, говорит, красавицу. Ну, давайте. Да. Да, ну давайте тогда ее за борт бросим в набежавшую волну и начнем вот вокруг ее одного, как, ну, проба такая, да? Плавать умеет Сагын. Да, Сагын, я думаю, что она выплывет в любой ситуации. С ее-то талантом, ну что вы, это ж прекрасно. Вот я предлагаю, вот такой, он явно перейдет за Новый год, потому что этот процесс не такой скоростной, как бы, да, перевод это так же, как и Восток, дело тонкое, поэтому вот, Сагын, вы как, согласны, чтобы вокруг вашего подстрочника сразились поэты-переводчики, а? Я согласна. Я согласна с вами. Я всегда... Ну, прекрасно. Ну, арбитр как бы, да, у нас... Я не согласен. Я не согласен. Не вокруг... Почему же? Не вокруг подстрочника, а вокруг звезды Сагын. Мы должны вертеться вокруг Сагын, а не подстрочника. Что такое какой-то подстрочник? Вот звезда, вот красивая женщина, и мы вокруг нее будем крутиться. Свет звезды, свет таланта, это поэзия этой звезды. Вот вокруг этой поэзии мы будем с вами, как верные спутники, вращаться. Ну что, я бросаю перчатку, господа переводчики. Принимаете? Принимаем. Я принимаю. Да. Михаил Ананов просил передать, что он тоже согласен. И в этот турнир включается уже, он засучил рукава там и ждет хорошего, только подробного, точного подстрочника. И вот вам, пожалуйста, вокруг него мы и с вами создадим, ну понятно же всем, да, что перевод это есть совершенно новое автономное произведение искусства. Вот, господа поэты, и не только те, которые себя пробовали в переводах, могут попробовать сейчас. Вот в рамках нашего прекрасного, я считаю, портала, вот произойдет как бы, ну, вот такой турнир. А потом Алдона, она уже опубликует это все, и мы там, ну,
Да. Друг друга поздравим со своими прекрасными переводами. Вот это вот мое предложение. Ну, еще раз всех с новым наступающим годом, творческих нам всем успехов. И самое главное достижение вот этого года, ну, для меня, во всяком случае, потому что я в этом году вступил как бы в гильдию и начал свою деятельность вот в этом чудесном портале, ну, для меня, представьте себе, самое главное, это вовсе и не портал. Самое главное, мои дорогие, это вы. Я обрел здесь столько талантливых друзей, до которых я, наверное, за всю свою жизнь не обрел бы. Я не считаю свою театральную деятельность, там это особая как бы планета, театр, а вот на поприще вот таком литературном я просто счастлив. И что бы в этом мире ни случалось в связи там с этой пандемией, со всем, вот реально, вот вы все передо мной, я вас всех вижу, а со многими мне удалось даже вот, ну так непосредственно как бы и пообщаться. Ну еще со своей стороны обещаю, вот мое такое обещание вот, Новому году и вам всем, это то, что я уже как бы так попробовал себя в этом жанре. Впервые в жизни, кстати. Я как-то не пробовал себя в видеозаписи. Я обещаю, что я постараюсь записывать ваши произведения, ну, если не целиком, если они большие, то хотя бы в виде фрагментов и выкладывать с помощью Алдоны Группас вот в наше как бы пространство, чтобы вы услышали. Уже на этом поприще и Анастасия прекрасно себя проявила. Кстати, если кто-то тоже считает себя в силах, да, записать чьи-то произведения, то это здорово, ведь это же так прекрасно услышать свое произведение со стороны. Я он со стороны Гулнар уже получил столько комплиментов, уже так обласкан был, да, что, ну, от этого у меня как бы энтузиазм возрос. Спасибо, и я обещаю, что я эту деятельность для меня, в общем-то, еще раз повторяю, новую, несмотря на то, что я профессиональный чтец, но вот так еще, вот попробовал как бы, вот, Гульнар и Сагын, вот, ну, я обещаю, да, что, ну, вот у меня, например, уже Сергея Захарова рассказ, все у меня никак из головы не выходит, ну понравилось мне про этого самого баллона, да, который, да, ну, просто прям в каком-то шукшинском духе рассказ, ну, просто здорово. Ну, может быть, если автор мне позволит, это просто для рамок вот этого самого записи видео, да, там что-то очень большой объем не пропускает, вот, но, может быть, какие-то небольшие купюры в тексте сделаю именно для художественной записи, вот. Но обещаю, что и остальных... С удовольствием. Да, можно. Спасибо. Спасибо, Сергей, да. Вот. И, ну, наверное, я с вас и начну тогда. Подготовлюсь, запишу и выложу. Ну как-то легло на душу мне. Что-то, я говорю, такое шукшинское. Я в своей симпатии к вам сразу же признался, вы помните, да? Вот, да. Первого предъявления, что называется. Ой, дамы. Я сейчас да, Кумер меня раззадорил, прям пойду по дамам. Так, давайте воздержусь. Дамы, ваше здоровье! Давайте. Люблю вас всех! Ваше здоровье. Спасибо большое, да, спасибо всем большое, спасибо, Анатолий. Наша Настя поговорила про танцы, дорогие друзья, танцы будут, только дождитесь. А сейчас я предлагаю вам
все наши выступили, наша коллегия выступила, и у нас, вы представляете, у нас есть Литпортала гимн, у нас у Литпортала есть наш гимн. И мы сейчас споем «Пойте с нами, и пойте лучше нас». Я сейчас поделюсь словами гимна. Ну, еще раз все здравствуйте. Да, гимн это будет эксклюзивное, наверное, исполнение, но я тоже хочу поздравить всех. И вот совершенно солидарно с Анатолием, подписываюсь под каждым словом. И вот вы знаете, я вот подумала, была бы вот моя воля, я бы всех людей, которые могут творчески, вообще творчество выражать в своей жизни, я бы всех их награждала, потому что это тогда, когда поет душа, неважно там, где она поет, в стихе, в прозе, в музыке, в песне, но это такая частица сердца выливается, поэтому всем в следующем году, чтобы у всех были призы, у всех были денежные премии. Вот это я желаю всем. Да, и вот гимн. Значит, это действительно будет эксклюзивный выход, потому что никто ничего не репетировал. И я так думаю, что у нас сейчас получится. Постарайтесь слова проговаривать. Я возьму гитару, дам вам немножко ритм. Да? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Не спеша, потому что нам надо все выговорить. Вот. И мы играю маленькое вступление и машу головой, и мы вступаем. Да? И. Иди онлайн, войди. От креативности полный зал. Идем от британских морей. Запад с востоком здесь дружат сильней. Минск, Биберем, от Бишкека дорога объединяет литература. Ветер британских морей. Проза шеи пушек сильней. Проза с поэзией пушек сильней. В бой коллегия марш вперед. Главный редактор портретом идет. Ведь отойди до самых морей. Наша редакция всех сильней. Наша редакция всех сильней. Где-то быстро. Спели. Ну, молодцы. Автору гимна. Единички не попадали, ничего, нормально, все прошло. Первый гимн комом. Единички не попадали, все нормально. Кто в лес, кто по дрова, я лично по дрова куда-то в лес. А звук запаздывает он с разной скоростью. Я не знаю. Кстати, давайте поздравим Альдону. Замечательная книжка у нее. Видела недавно, замечательная. Отличная. Давайте поздравим Альдона, мы вас поздравляем. У вас прекрасные книги, не стесняйтесь своего творчества. Замечательно. Я сказал, что они прекрасные, так что я больше не хочу. Поздравляем, Алдона, поздравляем. Поздравляем вас. Молодец. Не стесняйтесь своего творчества. Спасибо большое, спасибо. Я просто делюсь своим, что у меня на душе, и я так делюсь. Я неправильно, не литературно, но я хочу поделиться со всеми, что у меня на душе, что у меня, как сказать, в моем опыте. Я хочу этим поделиться и с другими. Дорогие друзья, я думаю, настало время позвать нам все-таки и нашего Деда Мороза, который бы нам что-то подарил бы. Наверное, так, чтобы было немножко повеселее. А то мы все тут говорим, а подарков нету. Один только подарок был. А я пообещала побольше сюрпризов. Так что Дед Мороз. А Дед Мороз у нас сегодня кто?
А вот и Дед Мороз. Антон, прямо из Лапландии только что меня олени привезли. Вот наш Дед Мороз, видите? Да. Ой, какой Давайте красивый. подарки из мешка, сейчас будем раздавать. Вот. О, вот диплом. Первый подарок главному редактору. Вот Литпортал и редактор наш ас. Авторам дарит известности шанс. Ведь от тайги до британских морей наша редакция всех сильней. Гумеру Каримову. Спасибо, спасибо. Классный Да, диплом. отлично. Здорово. Следующий диплом. Ну, вы догадаетесь. Молодежный ум гораст. Жанры новые создаст. Мойте уши визуалы. У Алины есть подкаст. Это мы дарим Алине Масейкиной. Ну, у нас сегодня почему-то ее нету, к сожалению, но ничего. Я думаю, подкаст с Алиной ожидает наших Сергея и Анатолия. Диплом улетает на Кипр. Да, диплом улетает на Кипр. А вот. О, вот дарим следующий диплом. Добро пожаловать! Жива, здорова, пусть знают все, что критика основа. Хай, Белоруссия, живе! Живе, хай, Настя Кузьмичева! Насте Кузьмичевой! Спасибо. Спасибо, Мурат. Это от Деда Мороза. О, следующий диплом, подарок. Мы песенки знаем, куплет и припев, но от Себастьяна лежим заболев. Такапты и фуги совсем доконают. Кажется, пусть выпишет нам терапевт. Римми Богатовой! Спасибо. О, следующий подарок. Пиши, Серега, без затей. Про газ в баллонах, Колизей. Послушав байки дедушки Маркела, прибавь активности, Сергей. Сергею Захарову. Следующий подарок в студию. Конечно, нравится поэту варить эссе по интернету. Варись, варись, мой бешпармак. Нет, лучше сяду на диету. Подарок Гульнар Эмиль. Спасибо Деду Морозу. Следующий подарок. Ох и чудная эта затея, комплименты поэтам лелея, для того, кто поэзии слушает, не жалеть ни речей, ни елея. Не жалей же ни вздоха, ни слова, Анатолий Тбилисович Лобов. Анатолию Лобову. Спасибо. Вот подарок самому главному нашему редактору. Я так думаю. Повторяя как мантру. Алдона, Алдона, нам не жалко для вас ни медаль, ни диплома. Пусть летит по Европе наш бренд Литпортала. Цифровая вы наша Мадонна. Алдони Группас! Браво, браво! Браво, браво, Алдона. Раз Дед Мороз, я хочу сама диплом предоставить такому нашему критику, о котором сегодня так много говорится, Мурату Уали. Ни в рассказе, ни в стихе нет бездарной чепухе. До чего суровый критик всех достал своим чукче. Мурат Уали! Ура! Чуть-чуть вернулась. Вот так вот. Всех поздравим! Всех поздравим! Всех дипломов получили! Все, ура! Поздравляем. Наши девицы. Дорогие друзья, у нас еще есть сюрпризы, еще есть призы. Не переключайтесь и не уходите от нас, не оставляйте. Это еще не конец. Снегурочка вас поздравит еще с новыми подарками. А сейчас я хочу еще предложить вам посмотреть приветствие нашего друга
Михаила Ананова. Он, к сожалению, сегодня не может быть с нами, и он прислал нам свое приветствие. Прошу меня простить, мои дорогие, за то, что я не могу быть с вами по уважительной причине. Но я рад приветствовать вас. Хочу сказать, что 2020 год был нелегкий, но насыщенный. Немало сложных вопросов, задач мы с вами решили. И надеюсь, что в 2021 решим немало. Я желаю, конечно же, быть всегда такими мудрыми, какими вы являетесь. Но соловей баснями друзей не кормит, а дарует им сонеты. Один из таких в полете. Задачи трудные решаю я мгновенно, склоняю голову над чашами весов. Любовь и ненависть, в чем смысл этих слов? Суров накал страстей между ними, несомненно. Я не истец, ответчиком быть не готов, но светлый лик воспеть сумею вдохновенно, запечатлев как гимн мыслитель Родена, пройду единственным путем межмировых основ. Созвездие Овна вновь мне озаряет склоны, Парнаса я по ним вершу поход короны, пик мною покорен, вот только чья взяла, и я срываюсь вниз, чтоб совершить парение, ведь мудрые помогут мне принять решение. Любовь и ненависть, два ревностных крыла. И поздравления с наступающим Новым годом. Новогодние мечты. Загадай желание у елки, ведь она, как сказочная фея, и всегда, нарядная с иголки, ничего для нас не пожалеет. Старый год, взгрустнется нам немного, что ж, пришла пора с тобой расстаться. Ты своей отправишься дорогой, нам же с новым нужно повстречаться. Он придет, красивый, задорный, радостно заигрывая с нами, озарит своей улыбкой доброй, елку украшая огоньками. Как желание огонек веселый к звездочке полет свой устремляет. Мы же, восклицая с Новым годом, от души друг друга поздравляем. Вот такое вот поздравление от Михаила Ананова. Мы его Дорогие тоже от души поздравляем. Да, А, кстати, у нас Алона же ему сертификат имеется поздравление. Надо... Имеется этот сертификат, улетит в Тбилиси к Михаилу Ананову, да. Его будет сюрприз, я думаю, это будет приятно. Дорогие друзья, но сейчас настал еще сюрприз от Снегурочки, ведь надо же тоже, а потом уже будет у нас такое свободное, как бы, и рассказать что-то, поздравить, или мы и пойдем и танцевать, конечно же. Так, ну теперь я хочу с Новым годом и вручить сертификат Елене Смирновой. Здесь, видите, немножко написано с ошибками, но это Дед Мороз. Дед Мороз, видимо, не очень-то знает хорошо русский язык, и всем удостоверяем, что на веб-портале «Восток-Запад» автор живет на всю Евразию. Этот сертификат выдан Елене Смирновой. Елене Смирновой, она обещала сегодня быть у нас, но, к сожалению, нет. Сертификат улетит к ней по электронной почте. Следующий вот сертификат Михаилу Ананову, которого сегодня тоже нет, но которого вы послушали поздравления, и тоже этот сертификат улетит в Тбилиси. Следующее я поздравляю Елену Асланян. Спасибо Елене за ее прекрасные произведения, за ее также участие в комиссии. Она, по-моему, Елена председатель экспертного совета по литературе, если я не ошибаюсь. Вот этот сертификат мы, Дед Мороз, и мы все с удовольствием вручаем Елене Асланян. Спасибо, большое спасибо. Да, и, конечно, аплодисменты Елене.
Сертификат вручается Антонине Каримовой, нашей дорогой поэтессе, нашей дорогой писательнице, да, которая поддерживает нашей музе, нашего генерального главного редактора. Если не она, редактор бы не был таким хорошим редактором Литпортала. Спасибо большое Антонине, и уходит сертификат к Антонине. И следующий сертификат улетает в Америку, в Калифорнию. К сожалению, в Калифорнии сейчас 6 часов утра, и Надежда никак не может быть с нами от Деда Мороза. С благодарностью и с поздравлениями улетит в Калифорнию. Вот так, дорогие мои. Вот такие у нас сегодня призы и такие у нас сегодня подарки. А сейчас у нас открытый микрофон. И я хотела бы попросить, пожалуйста, Настя, слушай. Я как дочь художника, я на самом деле выросла в семье, где много всяких искусств. Я такой гибрид. Пошла в поэзию. Не стала ни за кем идти из родителей, пошла сама себе. Папа художник, там бабушка оперная певица, каждый занимается своим, мама архитектор. Я пошла в поэзию. Дорогие друзья, а вы знаете, вот что я хочу вам сказать? В ноябре у нас читательское такое внимание было очень произведению Нины Эдвардс «Голая правда в сауне». Наш критик его раскритиковал. И критик, конечно, попросил, чтобы я пригласила Нину без правды, только голой. Но я могу только шейку показать. Супер рассказ. Баню. До сих пор в баню захотелось. Вы знаете, вы читали, будет критик. Там голые мужчины ходят, тебе туда захотелось. Да, это произведение нам, кто читал, понравилось, но мне оно понравилось, потому что я не только его читала, я его и слушала. Когда мы ехали с Ниной в гости, я просто не могла водить машину перед светофором или, в общем, где я должна была остановиться и пропускать машину. Я просила Нина, остановись, пожалуйста, у меня слезы текли от смеху, у нее много смешных историй. Нина, пожалуйста, об этой истории. Пишите, шикарный рассказ, такой позитивный. Молодец. Ну, я буду рассказывать, а Алдона будет писать. У нее хорошо получается. Пожалуйста. Мне нравится один ее рассказ про Африку. Я тоже очень смеялась там, но к сожалению, Нинина дочь не разрешает этот рассказ. Ну, может быть, мы как-нибудь придумаем, вот нам Мурат поможет, что там придумать, поменять, чтобы не было Нининой дочери там. Чтобы были как-то другие действующие лица, да? Будет сын. Мне понравился, я посоветуюсь потом, да, с вами, дорогие друзья. Вот. Ну, Ниночка, может, ты нам что-то скажешь нашему коллективу? Ну, конечно, скажу. Мне очень нравится. И все, чем мы занимаемся в нашей гильдии во главе с Маратом. И я очень счастлива, вот, как сказать, более ближе познакомиться с вами со всеми, вот на онлайн, потому что публикации на Фейсбуке это одно, а увидеть людей, вот, даже на онлайн, так сказать, в живом образе, гораздо лучше. И вот расскажу такое только немножко там из рассказов, как я первый раз приехала в Англию. Это случилось где-то
сейчас скажу, в 91 году. Я приехала первый раз, и вот тогда, так сказать, я выходила замуж по визе невесты, и мой как свекор повел меня знакомиться в наш центр. Ну, это небольшой поселок, и мы там пошли в почтовое отделение. Ну, и он говорит, в 91 году, когда русских здесь совершенно не было в Англии. И он меня представляет. Вот моя будущая невестка, она русская. И вот, значит, все там 3 женщины, которые за бордюром сидели, привстали и сразу посмотрели на мои ноги. Не на меня, ни на куда, а именно на ноги. А я думаю, вот это да, приветствие. Вот. Но они, конечно, там улыбались. Я по-английски еще плохо там говорила. Ну, вот такие приветствия. Я поняла, что они желают мне счастья и всего-всего. Но взглядом проводили, когда мы даже выходили, смотрели на ноги. Я прихожу домой и спрашиваю мужа. Говорю, ну вот так и так, мы ходили сегодня с папой туда, и вот так меня встретили. Почему-то все обратили внимание не на меня, не на лицо, а вот все внимание на мои ноги. Он говорит, не переживай. А я с ним познакомилась в России. Он работал в крупной фирме тогда, и я работала директором гостиницы, и он там остановился, мы познакомились. Он уже год жил, и он мог по-русски как-то говорить. Но он говорит, не переживай, сейчас идет фильм в кино у нас на телевидении, сериал «Джеймс Бонд». И там есть разведчица, у которой из ботинок выскакивали ножи. И вот, говорит, это, скорее всего, отсюда. Все испугались. Ты русская пришла, да еще в таких кожаных ботинках. И они сразу посмотрели, нет ли там ножей, не выскакивают они из обуви. Ну, вот такой конечно. Анекдот какой. Запомнилось тогда. Невероятно, что... Невероятное. Ну, всегда такое что-то смешное. Я люблю юмор, люблю посмеяться. И поэтому все такое и приходит смешное. Ну, я воспринимаю как это смешную ситуацию, поэтому все это приходит ко мне смешное, с юмором. Ну, желаю нам всем в этом году новых творческих успехов. Главное здоровье, крепкого здоровья. Давайте победим этот вирус, который пришел ниоткуда, и он уйдет в никуда очень скоро. Тем более, если мы будем хранить себя веселыми, радостными, жизнерадостными. И нам всем новых творческих успехов. Особенно нашей Алдоне, моей подруге. Всего вам доброго, дорогие друзья. И вам всего доброго. Спасибо, Ниночка. Я еще хочу сказать, вот Нинина книга вышла, ну это уже давно она вышла, это комиксы, это, ну как такие вот, видите, комиксы, это называется Adventure of Life on Planets of Parkland, это книга на английском языке, здесь очень интересные, между прочим, комиксы, это о ее работе, она работает с 2 парнями, которые умственно отсталые, правильно, Нина, я сказала? Да. Ну вот, и здесь она написала, вот, и нарисовал ее коллега, вот эти все комиксы, и Нина написала книгу о жизни этих парней, и это называется... больше с юмором, мы писали с юмором, да, потому что, как видите, Нина любит юмор, у нее вся жизнь как юмор, и здесь, да, и здесь она написала о жизни, да, на планете Паркланд, это Нинина книга.
Дорогие друзья, хочу пригласить Сагын Беркиналиеву. Может, Сагын хочет что-то сказать. О ней сегодня так красиво мужчины говорили. Пожалуйста, Сагын. Я всем хочу пожелать здоровья, творческих успехов. С наступающим Новым годом! Я всех вас люблю, уважаю, чтобы у вас было много вдохновения, а то мы как пишем без вдохновения. Пусть Бог не разлучит нас от эмоций, от чувств, от вдохновений. Всем желаю. Всех вас люблю, уважаю, вы все знаете. Я постоянно это повторяю каждый раз. Вот. И всех люблю. Вот. Богу благодарна, что встретила вас, таких замечательных людей. Гумер Каримов, Алдуна Группас. Больше люблю Анатолия Лобова, Михаила Ананова, Мурат Вали. Хотя я не общаюсь, но я очень уважаю этого человека, потому что он, мне так кажется, так больше ответственно относится к литературе. Ну, мне так кажется, что у него есть свой почерк, и у него есть способность. Ну, он очень талантливый, у него есть Божий дар, очень талантливый человек. Настя Кузьмичева, Ирина Асланян, уважаю вас. И всех гильдейцев люблю, Богу благодарна ее. Я Богу благодарна за все. И я очень рада, что у меня есть, дорогие. Я всех вас люблю. И буду молиться, чтобы вы все были здоровы. Если вы решили так переводить мои стихи, пожалуйста, я не буду против. Наоборот, я очень рада, что вы поддерживаете меня. И на любое ваше решение я все готова, на любое. Готова. Не буду отказываться. Всех вас люблю. Спасибо за поддержку. Гульнар Эдже, моя соотечественница. Эдже, я уважаю ее. Вот мое слово. С наступающим Новым годом, Антонина. Уважаю вас как поэтесса. У вас очень мягкая поэзия. Всех вас люблю. С наступающим Новым годом. Пожалуйста. Пью шампанское. Ну что, если вы уже говорите о шампанском, так, я открою шампанское перед танцами. Вы, как говорит Гумер Каримов, вы волшебница. Ну, спасибо, я Снегурочка, я сегодня должна быть волшебницей. И вы всегда волшебница. Для нас, вот Гумер говорит, без вас мы как? Правда, Гумер? Правда. Только, Сагын, стихи должны быть, которые ты нам на конкурс предоставишь, о любви, окей? А я кроме любви не умею писать. У меня практически ничего нет. Я только пишу. У меня ничего нету, кроме любви. Я же Жозефина. Гумера, что мне делать, когда у меня все стихи с печальным концом или с сарказмом? Что мне делать? Мне на мою первую книжку... Вы знаете, вот у нас в гостях вот сегодня Виктория Левин. Она такая прекрасная поэтесса, писательница. Она только получает много призов, сертификатов. Наверное, Виктория отключилась. Ну, хорошо. Пока, да, и у нас еще в гостях Ирина Ишимская. Я не знаю, она слышит нас или не слышит. Тогда я прошу Риму Богатову. Пожалуйста, Рима улыбается, так уже готова что-то нам сказать. Дорогие друзья, ну, я уже, можно сказать, многое сказала, что вот именно и Дед Мороз, и Алдона выполнили это, всем подарки раздали. Снегурочка с Дедом Морозом всем раздали подарки. Вот. И действительно творческих успехов всем нам. И вот сегодня я Сайгын тоже подарила маленький подарок, да, Сайгын? Да. Вот. Очень такой замечательный, чудесный подарок я получила от Римы Богатовой. Это сюрприз был для Нового года.
Спасибо вам, Рима. Спасибо за такой подарок. Я очень была рада. Мгм. Ну, и так как я обещаю то, что вот в новом году я очень рада и очень благодарна редакции нашего портала, что они, что меня приняли в редакторы как музыкального человека. И, конечно, буду на портале обязательно музыку, обязательно хорошую музыку обязательно буду выставлять. И Баха, Мурат, обязательно. Это обязательно. Тот, кто не знает Баха, а вы, когда его узнаете, вы его полюбите. А это правда, он заплатил членский взнос, да? Через вас, Рима, я вот вчера прочитала, Юган Себастьян Бах заплатил через Риму богатого членский взнос. Евразийской творческой гильдии. До Нового года. Да, правда. Вот. И вот потому что нас всегда окружает музыка, всегда. Но надо, чтобы она хорошая нас окружала. Поэтому мы будем всегда в позитиве, и всегда у нас будут хорошо работать голова на творчество. Вот. Ну, наверное, все. Всех поздравляю и обнимаю вас музыкой. Спасибо большое, Рима. Вот, наконец, наша Адалина уже поговорила по телефону и сейчас слышит нас. Адалина, приглашаем вас, вам слово. Хотим услышать вас. Да, я, знаете, люблю посмеяться, а тут сын позвонил. Знаете, вот у меня такой год получился интересный. С одной стороны, он, как говорится, для всех, для нас высокосный, трудный, для всего, и для экономической, и для здоровья вообще у многих пострадал. Но он кончается. Вы знаете, он кончается. И надо думать, что Новый год мы все равно получше залезем. А второе хорошее дело, что я познакомилась с вами, со всеми, да, в гильдии, вот так как-то научили вы меня тут включать все вот это дело. Я могу вас слушать, общаться. Мне это очень понравилось. Я сижу дома, я не могу много куда отходить от дома, мне муж болеет. И я вот такое хорошее общение у меня. Мне это очень понравилось. Вот это очень большой плюс, который перетягивает все остальное. Потому что я пишу книги какие-то там, что-то пишу, что-то, чем-то занимаюсь. И это мне очень нравится. Хотя всю свою жизнь я совсем другое делала. Вот так. Я хочу всем пожелать вам, во-первых, первое, что желаю, здоровья. Потому что остальное купим, насколько денег хватит, правда? Это так. И всем творческого успеха. Всем я не знаю, мне нравится что вы тут создали, что вы что-то делаете. Я в этом, конечно, совсем, кажется, первый раз, с интересом. Большое спасибо, что могу общаться с вами. И у меня, когда вот эта первая помощь нужна, я кому звоню? Алдоне, потом уже Гумеру. Алдона всегда звоню, она в больнице. Я говорю, извиняюсь. Тогда Гумеру. Да, и у нас не столько в имени одинаковых букв, чего-то у меня немного больше, а у нее немного меньше. В общем, у нас буквы вот так перекручены с ней. Это интересно. И вот я ее как-то так полюбила, и вот первое, что хватаю, сразу Алдоне звоню. Говорю, мне вот это вот так, не идет. Да, вот это большой респект от меня. Всем вам желаю, как я сказала, все, что только можно, а главное здоровье. И всем успехов. Благодарю, Адалина, спасибо большое, да, спасибо вам большое, очень приятно, да, столько приятных слов услышать. Но тогда хочет нам что-то сказать перед танцами наш Гумер. Я хочу, сейчас выступала Рима Богатова, я вообще хотел прочитать «Год быка», я хотел прочитать Фредерику
Федерико Гарсия Не Лорка. надо. Но жена не разрешает. Опять Потому кровь, что это опять год быка, садизм, там жестокость по кровь, отношению. матадор, убийство, Ой. и она мне запретила. Запрещаю, Алдона, Всё. ему вот эти жестокости. Все, я не буду читать Лорку. Я за то, Я- чтобы быков не убивали, Все, чтобы коррида Сонечка, ну дай навсегда мне, запрещена не тяни, была. не тяни. Алдона, можно я прочитаю одно стихотворение, не свое? Я его хочу посвятить Риме Богатой. Можно? Можно, я разрешаю. Хорошо. Это Роберт Рождественский, называется «Кафе Фламенго». Кафе называлось, как странная птица, Фламенго. Оно не хвалилось огнями, оно не шумело. Курило оно и холодную воду глотало. Была в нем гитара. Ах, какая была в нем гитара! Взъерошенный парень сидел на малюсенькой сцене. Он был не причесан, как лес, неуютен, как цепи, но в звоне гитары серебряно слышались трубы. С каким торжеством он швырял свои пальцы на струны, глаза закрывал и покачивался полузабыто. В гитаре была то ночная дорога, то битва, то злая веселость, а то колыбельная песня. В ней слышалось то нетерпение, то шелест волны, зубов, холодок и дрожание плеч оголенных. Гитара смеялась, гитара со мной говорила, 4 оркестра она бы смогла переспорить. Она бы смогла переспорить. Кафе называлось, как чья-то старинная повесть. Фламенго. Дымило кафе и в пространстве витало. А парень окончил играть и погладил гитару. Уже незнакомый, уже от всего отрешенный, от столика к столику с мелкой тарелкой пошел он. Он шел, как идут по стеклу, осторожно и смутно, и звякали деньги, и он улыбался чему-то, и всех обойдя, к закопченной стене притулился. Я помню все время того гитариста и чувствую собственной кожей, как медленно-медленно в прокуренном напрочь кафе под названием «Фламенго» я сам, коченея от боли, негромко читаю стихи, улыбаюсь, а после шагаю один посредине растерянной ночи от столика к столику, так вот, с тарелочкой ночью. Спасибо. Это я Риме Богатовой посвящаю. Замечательно читаете. Замечательно. Замечательно, дорогие друзья. Готовьте свои бокалы. Кто с чем имеет? Кто с чаем, кто с соком, а кто с шампанским. А я вот открываю. Это Роберт Рождественский, это где-то 60-е годы, он впервые полетел в Америку, в Нью-Йорк, и вот это стихотворение, он попал в какое-то кафе, простое какое-то рабочее кафе, и там написал вот этот стих «Кафе Фламенго, Нью-Йорк». Я потом найду источник. Спасибо большое, спасибо. Дорогие Мне друзья, просто было интересно. Кафе Фламенго. я уже открываю шампанское. Давай. Готовьте. Да. Молодец. Готовьте шампанское. И сейчас мы будем... Я побежала за шампанским. Готовьте, да, готовьте, кто что имеет. Кто рюмочку чая, Кто хочет кто шампанское. сладкого. Да, кто сладкого. Сейчас, дорогие друзья, я поставлю вам
начало наших танцев. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, огромная страна Евразии. Сегодня у нас замечательный, большой праздник. Вышел в свет 6-й номер нашей электронной версии литературного портала «Восток-Запад». Итак, 6 номеров мы осуществили за эти полгода. С этим событием я хочу поздравить и членов нашей редколлегии, моих друзей и коллег. С этим событием я хочу поздравить наших дорогих авторов и наших читателей. Алдона Группас ведет статистику. Кто читает наши журналы, кто их просматривает. И оказалось, что за эти полгода эти 6 номеров прочитало более 9 тысяч читателей. Это замечательный показатель, удивительный показатель. Мы этого, конечно, не ожидали и очень рады. Я сегодня хочу поднять тост за нашу редакцию, за наш дружный коллектив, за нашу замечательную команду. Потому что без этой команды ничего невозможно было бы осуществить. Кроме того, я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством. Я желаю вам счастья. Я желаю вам творческих успехов. Я желаю вам крепкого здоровья. Я думаю, что эта пандемия когда-нибудь все-таки закончится. И мы, наконец, встретимся не в онлайне, а встретимся лицом к лицу. Давайте за это и поднимем наш бокал. Понимаете, я не хочу сегодня много говорить. Алдона всегда меня ругает, что я слишком долго говорю. Сегодня я не буду говорить долго. Я лучше станцую. И вообще сделаю небольшой концерт, который я специально для вас приготовил. Ну как, слышали? Да. Браво! Я поставила это, чтобы нам веселее было, чтобы мы выпили все вместе с нашим Гумером. Вот так вот. А сейчас готовьтесь к следующей лекции Гумера. Концерт художественной самодеятельности редакционной коллегии журнала «Литературный портал «Восток-Запад». Выступает, нашу программу открывают не народный артист, но артист из народа Гумер Каримов, который очень волнуется, потому что дебютирует в столь необычной программе. Сегодня для вас будет исполнено танец маленьких лебедей из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро», в котором обычно Гумер Каримов выступает с постоянными своими партнерами Муратом Уали, Анатолием Лобовым и Сергеем Захаровым. Но в связи с пандемией они сейчас далеко от меня, и я вынужден полураздето танцевать партию «Одетые». Затем я прочитаю стихи, посвященные году быка. Вот такая небольшая программа. Итак, первый номер нашей программы. Танец маленьких лебедей. Так, дорогие друзья, Мурат, Анатолий, Сергей, готовьтесь к танцу. Каждый должен танцевать у себя. Каждый должен танцевать у себя. И сейчас ваш самый главный. Так, все 4 лебедя встали.
Мурат отлично танцевал. Мурат вот так танцевал. Он лучше, Я чем не знаю, я не знаю, как вы. ручки так Дед идут. Мороз отдельно, Дед Мороз У меня же не замечательно протанцевал. получилось. Очень хорошо получилось, Гумер. Вот видно, А можно повторить, можно повторить. у нас Нет, ну качество плохое. балерина, да? Я сам занимался балетом А, еще в школе, где-то там мечтал о балете, но не получилось. У нас дочка закончила Академию русского балета, она как бы вот продолжила мое дело. У меня была очень интересная руководительница, народная артистка СССР, вот, Тамара Худайбердина, дочь знаменитого генерала нашего, национального героя. И это было видно по вашей фигуре и по вашим ногам, что Да. вы когда-то Да, я же занимались вам говорю, что ноги сразу балетом. выдали. Да. Да, не здорово, просто так. здорово. Было два лебедя. Спасибо, спасибо. Второй лебедь тоже хорошо станцевал, тоже Ну, замечательно отлично, танцевал. Мурат вообще отлично. И И третий два лебедь страуса, потому что Давайте. Сергей и Анатолий сбежали, как страусы. Нет, Сергей тоже подключил Антона. руки. Умер, предлагаю вам со всеми 4 лебедями разучить танец. Мы вас ждем в Лондоне, пожалуйста. Мы привезем пачки и пуанты, и отрепетируем, В Лондон. и там вчетвером В Лондон. станцуем. Обязательно, Лондон да, в привезем. Лондон. Умер, мы вас ждем, это будет вас. Алдона, ну Умер. ты развесил по всему Лондону афиши, что приезжает русский балет, да, из Санкт-Петербурга. Русский балет. Татарский балет, не русский балет. Татарский балет. Самое главное, сделайте вот эти вот еще, как кроме пальчик, еще вот эти. Понимаете, у каждого города еще здесь. Сергей, почему не танцевали? Улыбаетесь сейчас? Он будет танцевать. Я танцевал последнюю четверть. Танцевал, да. Очень жаль, что в гильдии нету конкурса, да? Турнир Надо Марату там Ахмеджанову говорить. Я вообще предлагаю, если мы 27 мая все-таки соберемся, даст Бог, давайте мы там сделаем хороший концерт. Давайте, я тоже, Гумер, вы прав, я В тоже об этом этом думаю. Давайте, в именно. Брюсселе вот это Сагын, вы помните, как она оделась, как она выступила, как она отчиталась? И вот так вот всем надо выступать. Умер, я тогда предлагаю сделать концерт, чтобы наши все члены читали друг друга. И сделать обязательное условие, чтобы автор себя не читал. Ясно. Ну, я считаю, что пусть что угодно, но пусть делают, вот, чтобы это был действительно наш концерт. Вот, Мы от Литпортала сделаем и попросим, Да. Марата попросим, чтобы он нам выделил время, и ваш танец вставим, и всех нас, как говорится. Нет, ну, повторяться не будем, мы лучше умирающего лебедя станцуем. Нет, умирающего не надо, заметьте. Нет, зачем умирающие? Другие же есть хорошие. Все можем, рисовать Только можем. не умирающие. Чего мы не можем? Гумер, скажите, чего мы не можем? Мы все можем. Мы все. Планы действительно прекрасные. Я очень рада, дорогие друзья, нашей сегодняшней встречи. Мы весело провели. Пускай жалеют те, кто не был с нами. И в следующем году будет еще интереснее, будет и танец лебедей, и будет больше книг, и больше возможностей, и открытий. И если уж чему нас и научил этот странный год, так это тому, что настоящее творчество не ищет оправданий. Мы можем быть и лебедями, мы можем и писателями, мы можем быть и музыкантами, и гимны петь и сочинять. И продолжайте, дорогие мои, творить, продолжайте верить в чудеса. А мы, Литпортал, притворил мечты в реальность. С наступающим Новым годом, дорогие! Да, с наступающим всех! Годом. Новым годом всех!
И творчеству нет предела. Можно хоть лебедем, но перепрыгнуть обочинку и пойти дальше. В такой же прекрасной пачке, так же замечательно. С Новым годом всех! Новым годом! Новым годом! годом! Новым Новым годом! годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Замечательно!